Всем привет! Сегодня хотел с вами поговорить на тему идеального ножа швейцарского. К сожалению, выбрать идеальный нож из линейки Victorinox довольно сложно, потому что их много, инструменты у всех разные, и хочется иметь какой-то один идеальный и универсальный, но компания Victorinox специально делает так, чтобы вам всегда хотелось купить что-то еще. Идеального ножа для всех людей на все случаи жизни не бывает. Вот. Но сегодня хотел поговорить про такую интересную модель, называется Victorinox Handyman, что в переводе с английского называется разнорабочий, либо рукастый, скажем так, да. И на мой взгляд, этот инструмент в себе сочетает идеальный баланс между весом и количеством инструментов. Swiss Champ, на мой взгляд, уже немножко широковат, и есть инструменты, которыми пользоваться немногие будут, да, в том числе там инструмент для очистки рыбы. Я не говорю, что он никому не нужен, но инструмент для очистки рыбы на ноже, вот на таком, я считаю, немножко неправильное решение, потому что, представляете, вы почистили рыбу ножом, да, вот таким, где очень много разных инструментов, очень много всяких выемок, все это забилось, все это с запахом, как это потом мыть. Поэтому мне кажется, в таком многопредметном ноже инструмент для зачистки рыбы не особо полезная штука и не особо нужен, лучше его отдельно иметь. Также там есть увеличительное стекло, которое тоже не всегда нужно, оно там тем более с маленькой кратностью. Зачем оно нужно? Там костер, не знаю, может быть, у кого-то на ютубе получалось это делать, но мне кажется, это бред полный, с помощью этого стекла разжигать костер. Если у вас с собой есть перочинный нож, наверняка у вас с собой есть и зажигалка, либо хотя бы огниво. Вот, это касается Swiss Champ, то есть, на мой взгляд, он уже слишком широкий, им неудобно пользоваться, и функционал там избыточный. Единственный инструмент, которого не хватает здесь, который есть там, это крестовая отвертка. Все остальное, мне кажется, там уже излишне. То есть, как я уже говорил, отличается наличием инструмента для зачистки рыбы с инструментом для извлечения крюка, и увеличительное стекло и крестовая отвертка. Также там есть ручка, стержень, который прячется в рукоятку, одну из рукояток. Но сюда ее тоже, кстати, можно купить отдельно и поставить. Если вы хотите заморочиться, можно купить отдельную рукоятку и поставить сюда стержень. Кстати, тоже расширит функционал. Вот, ну а теперь конкретно об этой модельке. Почему я считаю ее одной из самых универсальных в плане инструмента, да, вот набора и количества функций, веса и размеров. Потому что здесь есть все самое необходимое, что может потребоваться человеку там, либо в городе, либо на природе. Кстати, мне кажется, вот этот нож идеально бы подошел на место вспомогательного ножа, как раз какие-то долгие походы в лес, потому что иметь с собой что-то типа лезермана, либо с тех же самых свистулов с большими пассатижами в лесу, мне кажется, совершенно необоснованно, они очень тяжелые, и что в лесу можно делать большими пассатижами, мне мало, да, понятно, они там не нужны. Здесь как раз есть маленькие пассатижи, которыми можно сделать все, что необходимо по ремонту, об этом чуть позже, по ремонту одежды, там на рыбалке что-то поделать. Давайте сейчас быстро пробежимся по инструменту. Классический маленький клинок, которым удобно делать мелкие работы, он очень тоненький, очень тоненько сведен, такой даже скальпель, да, больше похож на скальпель, нежели на нож полноценный. Очень удобно делать мелкие работы и вскрывать какие-то упаковки, посылки. Большой клинок, относительно большой, да, относительно таких маленьких ножей. У него полезная длина 70 мм. Хороший нож, острый, справляется с большинством задач каких-то, да, повседневных. Единственное, прошу заметить, Victorinox почему-то любит делать ножи с не очень правильной стороны для правшей. То есть вы когда режете, у вас получается нож с правой стороны, и в продукт можно упираться вот этой частью ножа. Мне кажется, удобнее было бы, если бы он находился с другой стороны. Но это моя точка зрения личная. Может быть, вам удобно как есть. Дальше, следующий инструмент. Это вот такой напильник, совмещенный с пилой по металлу, да, и с приспособлением, как заявляет Victorinox, для чистки ногтей. Вот. Имеет две разные зернистости. Напильник очень качественный, то есть я им довольно часто работаю, с ним проблем никаких нет. Также можно, если вам необходимо, поправить ногти, если вы постригли их ножницами, которые здесь тоже есть.
Как бы по металлу, по дереву работает без проблем, напильник отличный. Следующий инструмент — это вот такая вот пила. Ей тоже пользуюсь довольно-таки часто, особенно на природе удобно какие-то, если колышков не хватает, колышки, там 30-40 сантиметров брусом пилит без проблем, поэтому с колышками справляется вообще на ура. Вот, то есть вы отпилили, ножом зачистили, вот у вас готовый колышек. Пила пилит хорошо, очень острая. Также у пилы очень острый обух. Им удобно высекать искру из огнива. Тоже порой пригождается, пользовался. Следующим инструментом у нас идет ножницы. Ножницы отличные. Я уже показывал, точно такие же ножницы были в Victorinox Swiss в мультитуле. Острые, режут без проблем. Пружинка сменная, можете купить отдельно, поменять, поэтому как бы не боитесь, что она сломается. Это расходник. Без проблем можно поменять. Ногти, не шибко удобно, то есть лучше ногти, все-таки, если хотите ногти обрезать, использовать маленькие, либо вот какие-то такие, да, ножи, которые как раз для ногтей с кусачками, либо маленькие классик, у них ножнички поаккуратнее в этом плане. Так, ножницы рабочие, работают без проблем, там и по веревке, и по паракорду. Следующий инструмент. Вот такие вот отличные, на мой взгляд, маленькие пассатижи. Многие их недооценивают, говорят, что они здесь не нужны, что это бесполезный инструмент. Я с такими людьми полностью не согласен, потому что этот инструмент может выполнять довольно-таки большой спектр задач. Например, гайки М10 берет вообще без проблем. Сейчас видео вставлю, то есть аккумулятор можете открутить, если понадобится, да, кого там прикурить, либо зарядить его, отнести, без проблем справляется. Здесь есть инструмент для обжима проводов, наконечников. Вот он. А здесь есть здесь вот кусачки для проволоки какой-то не очень толстый, то есть миллиметровый, наверное, он возьмет. Здесь как раз зев, которыми можно крутить гайки. И очень хорошо смыкаемые вот эти губки, поэтому его можно еще использовать как такой большой силовой пинцет. Например, достать крючок, да, из пасти рыбы, если где-то далеко засел, можно подлезть, потому что он довольно-таки длинный и тонкий, и достать. То есть вот такие мелкие работы, к примеру, можно взять очень толстую иголку, если вам нужно отремонтировать какие-то грубые такие, да, кожаные, к примеру, там, или брезентовые вещи, и с помощью них протаскивать иглу, чтобы не руками, да, мучиться, а вот взяли ими и протаскиваете здоровенную какую-нибудь иглу. Вот, поэтому для ремонта в каких-то полевых условиях они очень, незаменимы. Также ими можно снимать с костра какие-то банки консервные, у которых нет ручки, да, за край взял, поднял, там, может быть, вы там плавите грузики, да, к примеру. Расплавили свинец банки, сняли аккуратно. Тушенку подогрели, сняли аккуратно, чтобы не обжечься. Те же самые грузики очень удобно вешать, да, на леску. То есть они это позволяют делать. Здесь усилие довольно-таки неплохое развивается. За счет того, что здесь, рычаги разные. Здесь и здесь, да, разница. Можно развить довольно-таки большое усилие. Поэтому инструмент годный, часто пригождается, особенно для какого-то мелкого ремонта. Следующие два инструмента, это классические для всех раскладных ножей Victorinox. Это вот такие две открывашки. Одна из них открывашка для бутылок, совмещенная. Здесь был инструмент для загиба проволоки, но мне он показался не особо актуальным, учитывая, что здесь есть маленькие такие пассатижики. Я его переточил круглым надфилем в инструмент для зачистки проводов. И аккуратно, и можно теперь без проблем снимать изоляцию. То есть, мне это показалось более удобно. А с другой стороны, вот такой открывашка для консервных банок, совмещенная с маленькой шлицевой отверткой, которая без проблем как раз подходит к крестовым саморезам. Сейчас видео вставлю, без проблем закручивает, откручивает. Конечно, в шахту глубоко вы не подлезете, но если они на поверхности, откручивают вообще без проблем. Там PZ и PH2 подходит и работает с ними без проблем. Открывашка для консервов тоже довольно-таки удобно, открывает хорошо. Это что касается этого ряда. Ну а теперь перейдем к другой стороне ножа. Здесь у нас вот такой штопор, который можно использовать не только для открытия вина, но и как инструмент для развязывания каких-то туго затянутых узлов. Тоже без проблем он на это сгодится. У него прячется вот такая маленькая шлицевая отверточка для ремонта там часов, очков. Кстати, на ее место можно докупить, сейчас продаются оригинальные
набор отверточек вот таких. Я сюда фотку вставлю, как выглядит. Там и торксы есть, и крестовые отвертки есть, и инструмент для извлечения сим-карт. Поэтому сюда можно что-то другое поставить. Даже сторонние производители придумали огниво и труд какой-то специальный, которым можно развести огонь. Вот сюда прячется, тоже вставлю фотографию, как это все выглядит. Под ним прячется вот такая вот булавочка. Она в комплекте не идет, поэтому многие, кстати, даже не знают, что сюда можно булавку прятать. Тоже часто нужна, чтобы вытащить, ну, к примеру, какую-то занозу, либо что-то поремонтировать. Можно сюда спрятать обычную иголку. Главное, чтобы она у вас там не провалилась, не потерялась. Просто подберите по диаметру подходящую. Вот. Следующий инструмент — стамеска. Тоже бывает нужна при работе с деревом. Какие-то там отверстия прямоугольные, если делать, квадратные. Фасочки снять тоже без проблем, ей можно. Далее вот такая длинная шлицевая отвертка маленькая. За ним идет многофункциональный крючок. Многими тоже недооцененный инструмент, но, как по мне, очень полезная штука. Я им часто пользуюсь для того, чтобы снять что-то с костра за ручку. Ну, котелок либо чайник. Чайник чаще всего я снимаю с костра, чтобы не обжечь. Еще им удобно натягивать пружины. Также им можно, к примеру, натягивать велосипедную цепь. Им можно что-то поддевать, куда вот вы не можете пролезть. То есть там в щель вставили по толщине, которая подходящая, повернули и достали, да, что-то открыть можно. Какие-то даже дверцы, ящиков, вот что-то такое. Также можно, например, вытащить колышки, ну, палатку снимаете, колышки из земли вытаскивать удобно. Следующий инструмент. Вот такое шило-развертка с отверстием под нитку, либо какую-то леску. То есть им можно ремонтировать одежду, шить. На ютубе есть видео, где люди шьют, им ремонтируют одежду. Он без проблем с этим справляется. Им удобно засверлить какие-то, намечать какие-то отверстия в деревяшке, там, чтобы саморез хорошо вкручивался. То есть, либо делать дырки в ремне, отверстия, да. А то сейчас шутки будут от заводчан. Шило отличное, единственное, только будьте внимательны, оно часто складывается вот на этот вот колечко, поэтому у некоторых бывают довольно-таки серьезные замятия на кромке шила. Будьте внимательны, убирайте вот это кольцо, чтобы оно по шилу не било. Кстати, докупал когда-то отдельно вот такую клипсу, скажу сразу, это полное барахло, никому не советую их покупать, потому что она, во-первых, на кармане не держится, если она здесь у вас висит, она постоянно мешается при работе с этим ножом и инструментами, она постоянно за все цепляется, ну, прям вот барахло, короче. Она из какого-то странного, короче, вот так вот что с ней случилось. Она из какого-то дерьмового материала сделана. Отсюда, наверное, только вот этот колечко теперь пригодится. Короче, клипсы такие не советую покупать, не тратьте свои деньги. Ну, в этих рукоятках у нас прячется пинцет. Отличный пинцет. Им часто достаю занозы всякие, либо какие-то мелкие работы выполняю, то есть ими какие-нибудь винтики держать удобно, в тех же самых часах там подставил и часовая отверточка аккуратненько закрутил. То есть пинцет очень рабочий. И с другой стороны у нас вот такая зубочистка, она же используется многими как инструмент для чистки самого ножа. Зубочистки тоже это расходник, как бы не надо бояться, что у вас постоянно одна и та же зубочистка на много лет будет, их можно купить, они стоят какие-то копейки, там рублей по 20. Их можно купить несколько штук, чтобы они у вас были в запасе. Так же, как и пинцет, можно купить отдельно, поэтому не надо пугаться. То есть булавка, пинцет и зубочистка, и вот эта отверточка, это все продается отдельно. Кстати, отвертку нужно докупать, в комплекте она изначально не идет. Сразу прошу обратить внимание. Отверточка продается отдельно. На этом, наверное, будем заканчивать. Подведем какие-то итоги. На мой взгляд, этот инструмент очень удачный получился у компании с максимальным набором функций при таком минимальном размере и весе, да, то есть он закрывает довольно-таки большое количество задач. Специально вам не называл количество функций, указанных на сайте производителя, потому что функции ограничены только вашим воображением, да. Инструменты показал, а там как их применять уже можете сами применить свою смекалку, знания и фантазию. Если я что-то забыл, можете написать в комментариях, возможно, для себя что-то интересное я с удовольствием прочитаю и найду. Какие-то ваш опыт использования, эксплуатации и применения данных инструментов. Вот. Ну, а для меня это, наверное, один из самых лучших ножей в линейке компании Victorinox. Ну, наверное, на данный момент он для меня идеальный по соотношению инструменты к весу.
Вот. Если у вас есть какие-то предложения, замечания, пишите, не стесняйтесь в комментариях. Я за объективную какую-то критику, диалог. Делитесь своими опытами, впечатлениями. Поэтому всем спасибо за просмотр. Пока.